Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как поступить в вуз Австралии. С чего начать, сколько это будет стоить, покажу нужные ссылки и так далее. Сразу скажу, тема миграции в Австралию через студенчество очень популярна. По сути, Австралия специально создала механизм по выкачиванию бабла с иностранных студентов, заманивая их потом возможностью остаться в стране. Например, отучившись в Англии, довольно-таки сложно остаться в стране, хотя и возможно. А Австралия – это чуть ли не главный способ для огромного потока азиатских студентов. Из Индии, Пакистана, Малайзии, Китая. Так чем мы хуже? Кстати, моя жена приехала в Австралию по студенческой визе. Плюс я еще недавно отучился на магистра в одном из главных вузов Брисбена. Поэтому про обучение и про визы мы знаем не понаслышке. Итак, первое, что нужно сделать, это сдать английский. В отличие от визы 189, например, о которой я уже рассказывал на канале, сдавать нужно не общий IELTS, а академический. Он немного отличается в разделах чтения и письма. Больше упор делается на научные вопросы, типа «опишите поведение перехода жидкости в газ, основываясь на данном графике». В остальном, процесс подготовки и сдачи такой же, как в видео про 189-ю визу. Да, я знаю, что сейчас сдать IELTS в России нельзя, так что ищите, куда выехать, в Армению или в Турцию, и там сдавайте. Следующий шаг. Выбираем вуз и город, куда хотим поехать. Я еще сделаю сравнение городов Австралии. Просто от этого зависит и стоимость обучения, и цена жилья, и перспективы дальнейшей работы. Так что не рассматривайте это просто в ключе «хочу в университет Сиднея, потому что это лучший вуз страны». Нет, всегда нужно учитывать, или постараться учесть, и другие факторы. В Сиднее дорого, но зато это центр всего, примерно как Москва. Мельбурн – типа культурная столица, но сыро и холодно. Это австралийский Питер. Аделаида – это вообще деревня на краю пустыни. Это как Астрахань. Перт – это далеко от всего и только про шахтеров. Так что это у нас будет типа Кузбасса. То есть, если вы хотите на горняка инженера отучиться и потом остаться в Перте, то нормально. А если на кого-нибудь бакалавра в Performance Arts, то лучше не в Перт. Вам там скоро станет скучно, и вы сойдете с ума и прыгнете в залив с акулами. Брисбен – это типа Сочи. Тепло, солнце и пальмы, но деревня. И скучно. Про всякие там университеты Джеймса Кука в Кернсе вообще забудьте. Трэш и угар. Это как Коломенский ПТУ номер 45 поступить, только со студентами-двоечниками из Патрисио Лумумбы. Правило номер 1. Вуз имени города или штата, обычно окей. Университет Квинсленда, университет Сиднея, университет Мельбурна вроде как входят во всякие там международные рейтинги. Рейтинги, конечно, это та еще профанация, но, по крайней мере, выбирать можно не только по названию и цене курса. Правило номер 2. Запомните, вы туда едете не за знаниями. Система высшего образования в Австралии – это не про знания, от слова совсем. Это система завлекалочек для денежных студентов из-за границы, вернее их родителей, чтобы продать им австралийскую мечту. Ты приедь, заплати за 4-5 лет соточку-другую килобаксов, вложи свои кровные в обучение, проживание, а мы тебе в конце дадим возможность зацепиться, остаться по всяким там визам выпускников. А там, может, и на ПМЖ перескочите, потом, глядишь, и уже паспорт с кенгуру в кармане. Именно за этим едут в Австралию учиться, а не за тем, чтобы стать великим ученым и найти лекарство от рака. Или от ковида. Я смеюсь, потому что тут была замечательная история, когда университет Квинсленда получил довольно-таки приличный грант от правительства на создание вакцины в несколько миллионов долларов. Убедили правительство, что все окей, мы сейчас вам сделаем свою вакцину. Но когда в правительство начало поступать обращение от Pfizer и AstraZeneca, что у нас уже вот-вот сейчас будет вакцина, покупать будете, заказывать? А в правительстве такие, да не, мы свою подождем. А университет Квинсленда через несколько месяцев такой, упс, вы извините, выяснилось, что наша вакцина вообще не работает. И вообще, Раджеш Брахмапутра, который делал эксперименты, смешал что-то не то, и теперь все тесты на ковид показывают, что вакцинированные заражены СПИДом. Реальная история, кстати, погуглите. В университете Квинсленда зато хвалятся, что у них проходит самый длинный в истории научный эксперимент. Они изучают, как течет кусок твердой смолы. Помните, мы такой в детстве на стройках воровали, потом жгли в костре? Я не говорю, что университет Квинсленда плохой. Он такой же, как все остальные вузы Австралии. Никакой. Разумеется, университет Джеймса Кука пробил днище. И намного хуже никакого. Я, кстати, учился в Квинслендском технологическом университете QUT. На вступительной лекции глава IT-факультета индус. Там, кстати, был только один англичанин-профессор, остальные все индусы, пакистанцы, китайцы. Так вот, на вступительной лекции глава этого IT-факультета говорит: поднимите руки, кто здесь иностранный студент. Из всего потоков примерно 500 человек. Только 3 остались с неподнятыми руками. И я в том числе. А индус этот говорит: я знаю, зачем вы тут.
потому что магистратура в ВУЗе австралийском вам даст дополнительные баллы в скилл иммиграции. А 2 года засчитаются за стаж, так как вы будете работать, а на занятия вообще не будете приходить. Ну так потом и оказалось. На лекции можно вообще не ходить, все на сайте потом в записи выкладывают. А семинары и практикумы ходишь вечером, так как аспиранты, которые их ведут, сами работают, поэтому все занятия проходят по вечерам. Ну, вообще не парьтесь насчет вопроса, можно ли совмещать учебу и работу. Можно и нужно. Сравнивая QUT с UQ, университетом Квинсленда, это как Бауманка по сравнению с МГУ. В разы меньше по размерам, но имеет очень узконаправленные области, типа кафедры колесных машин или робототехника. Сопромата нет, кстати, и черчения тоже. Так что, как я уже говорил, после русского высшего образования, а я учился и в Бауманке, и в QUT, в общем, все это полная фигня и легкотня на уровне наших ПТУ или профориентации в старших классах. Поэтому мой вывод, еще раз повторю правило номер 2. Вышка в Австралии – это не про учебу. Это чтобы остаться потом в стране. Кстати, уехать через учебу можно и в 30, и в 40 лет. А я потом дальше скажу при подаче на визу, чем отличаются такие случаи от 18-летних. Итак, выбрали вуз, зашли на сайт, внимательно почитали, какие документы нужно подавать для поступления. Обычно это доказательство, что у вас уже есть какое-то образование и что вы сдали английский. То есть, если вы подаетесь на магистра, вы должны показать, что ваш русский диплом из института имени Васи Пупкина равен бакалавру, что вы учились 4 года с таким-то количеством академических часов. Документы не на английском нужно будет перевести. Ну, все, как я рассказывал в видео про 189-ю визу. Учебный год начинается 2 раза в год. То есть не обязательно ждать сентября. Можно в январе подать документы и успеть в февральский поток. Если процесс получения визы затянулся, можно попросить вуз отложить начало учебы. После того, как вступительная комиссия вуза проверит ваши документы, вам пришлют письмо «Оффер», в котором будет несколько условий. Обычно это письмо гласит: вуз обязуется предоставить вам место и прислать необходимые документы для подачи на визу 500, если вы выполните следующие условия. Первое. Примите оффер, заполнив, подписав, отсканировав такую-то форму. Второе. Оплатите обучение за первые полгода вперед. Третье. Оформите медицинскую страховку от провайдеров, с которыми работает вуз. Тут же будут написаны расценки за обучение. На сайте QUT можно примерно посмотреть, сколько будет стоить полугодие по выбранному направлению для международных студентов. С медицинской страховкой, в зависимости от вуза и программы, вы либо выбираете лучшую квоту и платите напрямую в страховую, либо за вас это делает вуз. В примере моей жены, которая училась на доктора наук, вуз сам оформлял страховку. Жене нужно было просто оплатить счет от вуза. Учтите, что медстраховка платится на все время обучения. То есть 4 года для бакалавра, 2 года для магистра и 5 для доктора наук. Если вы едете не один, а с женой и детьми, они все должны включаться в эту страховку. А детская страховка очень дорогая. Кстати, для тех, кто едет с детьми, в зависимости от штата и программы, по которой вы будете учиться, местные школы могут быть платные. Поэтому проверяйте на сайтах Министерства образования вашего штата. Моей жене повезло. Докторам наук в Квинсленде за государственную школу можно не платить. А для магистров, например, в том же штате Квинсленд, это составит примерно $320 в неделю. Так что учтите, если у вас несколько детей, может выйти круглая сумма. Итак, вы оплатили за первые полгода, заплатили за страховку и приняли оффер. ВУЗ в ответ присылает вам официальное письмо о зачислении. Ну и плюс всякие там учетные данные вашей записи в IT-системах вуза. Теперь вы можете заходить в личный кабинет, смотреть и оплачивать счета, выбирать курсы, которые вы хотите взять и так далее. Каждая программа вуза состоит из обязательных юнитов, которые ты должен пройти во что бы то ни стало, и юнитов на выбор. В принципе, есть некая закономерность, в каком порядке ты должен проходить эти юниты. Ну то есть, прежде чем пойти на Advanced Management, ты должен пройти базовый Project Management. Ну тут все логично. Однако, когда начинаешь всерьез садиться и пытаться составить свое расписание на следующий семестр, можно сломать мозг. Какие-то юниты преподаются не всегда, а только по второй половине года. Помните, вы можете поступить в сентябре или в феврале. Какие-то накладываются на другие по времени, и ты не можешь их взять, потому что система не дает посещать 2 лекции одновременно. Ну, это и логично. В общем, в начале каждого года это будет маленький кошмар. А в специальные дни, когда кафедра делает открытые уроки, где объясняет и помогает выбрать вот эти курсы, приходят тысячи студентов и начинают штурмовать маленький кабинет замдекана факультета по учебной части. Впрочем, я отвлекся. Мы же еще не подались на визу, вам еще нельзя паковать чемоданы. Заходим на сайт Министерства иммиграции, начинаем читать про визу 500. Регистрируемся в визовой системе, там все довольно-таки просто. Выбираем в Визарде, что мы хотим податься на визу 500, а потом загружаем документы, которые уже слали в вуз, ваши паспорта, сканы, переводы дипломов и самое главное, письмо из вуза о том, что вы поступили. Тут же будет интересный документ. Вы должны написать маленькое эссе на тему
почему вы едете в Австралию временно. Что у вас дома квартира, работа, дача, машина, счет на 100-500 миллионов рублей. И вообще вы патриот России, и у вас дома живет маленький хомячок, который за 4 года по вам соскучится, и поэтому вы точно вернетесь к нему после того, как отучитесь. Помните, я говорил про возраст? Для 18-летних, для которых логично учиться после школы, это эссе не будет являться решающим. А вот если 40-летний вдруг захочет приехать поучиться в Австралию, офицер визовой службы будет под микроскопом смотреть именно на это эссе, чтобы удостовериться, что у вас благие намерения, и вы не хотите приехать учиться просто так, чтобы остаться потом в стране. Все же так делают. Да. Я скорее думаю, что стране важнее получить с вас кучку зеленых бумажек, чем отказать в въезде. Поэтому это больше страшилка на сайте, призванная отпугнуть совсем уж дурачков. Итак, все загрузили, заплатили 550 баксов за студенческую визу. Поскольку Россия считается страной с повышенной степенью риска опасных болезней, типа СПИДа или туберкулеза, а виза это долгосрочная, вам нужно будет сделать еще один шаг – пройти медицинское обследование. Без этого визу не дадут. Поэтому делаем все, как в моем видео про визу 189. Берем номер вашего отдела иммиграции, обычно это 2-3 буквы и 5-6 цифр. Идем на сайт провайдера медицины, регистрируемся, вводим номер своего дела. Выбрав день и время, едем проходить комиссию всей семьей. После этого ждем решения по визе. В принципе, если с документами все в порядке, визу должны дать довольно-таки быстро. Как я уже говорил, это все огромная государственная машина, поставленная на поток. Вузам, а значит и государству, нужны ваши денежки. Все, получив визу, можно паковать чемоданы и лететь. Всем спасибо за внимание. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, нажимайте subscribe, нажимайте колокольчик. Будет много интересного. Спасибо.